Всем привет! На дворе конец ноября, Москва, Дубак на улице минус 15, а у нас для вас видеообзор японского автомобиля Hino 300. Сегодня мы рассказываем про рефрижератор грузоподъемностью 5 тонн, вместимостью 10 евро палет и температурным режимом плюс 5, минус 10. Во всем мире они поставляют как Toyota Motor Corporation, но специально для России был разработан и внедрено название марка Hino. Она включает в себя легкотоннажный, среднетоннажный и крупнотоннажный сегмент. В крупном тоннажном сегменте есть шасси как строительные, так и автомобили в виде тягачей, самосвалов, автобетоносмесителей, там огромное количество модификаций. Полное название модели Hino 300 обозначает модельный ряд легкотоннажного и среднетонажных модификаций шасси. Дальше идет название XZOL, не знаю, как это расшифровывается, это можно задать вопрос японцам. Следующая цифра в названии идет 720 либо 730. Это обозначение модификации шасси. 720 это короткое шасси, предназначенное для установки фургона на 10 евро палет. В нашем случае это 5-метровый фургон. 730 шасси предполагает установку фургона длиной до 6,2 метра. Там по вашему выбору либо 12 палет фургон, либо 15 евро палет вместимости. Также у модификации Hino 300 есть модельный ряд с индексами 610, 640, 650. Это автомобили с полной массой 3,5 тонны, но у них огромный, колоссальный запас по грузоподъемности, потому что грузоподъемность той модели шасси в районе 3 тонн. 610 это короткая, 640 средняя база, 650 это длинная база. В нашем конкретном видеообзоре Hino 300 модель 720 в комплектации шасси DLX. Полная масса нашего автомобиля 7,5 тонн. Это второй сегмент по распространенности после автомобилей в B-категории с полной массой 3,5 тонны. Параметры самые что ни на есть классические. Колесная формула 4х2, задний привод, дисковые тормоза и передние и задние оси, ABS, система курсовой устойчивости ASR. Один нюанс есть на автомобиле, вот циферка 815 видите на боковой двери. Это на мерседесовский манер, 8 тонн полная масса округленно, 15 это мощность в лошадиных силах, то есть 150 лошадиных сил. Бортовая сеть нашего автомобиля 24 вольта. На шасси стандартной комплектации входит подогреваемый топливный фильтр с флагоотделителем. Грузоподъемность автомобиля в 5 тонн обеспечивает мощная задняя подвеска. Здесь у нас двухскатная шиновка с задней оси, усиленные колеса радиусом 17,5, 22 листа рессоры с обеих сторон. Это все дает именно эту грузоподъемность. Полноразмерное запасное колесо по традиции располагается в задней части автомобиля под рамой. На правой стороне автомобиля у нас располагаются топливные баки. Ранее на автомобилях до 2016 года выпуска шел только один топливный бак объемом 100 литров. Теперь на машинах 2016 года производства идет и дополнительный бак объемом 70 литров. В совокупе у вас на одной заправке в 170 литров вы можете проехать порядка 1000 километров, в зависимости от загрузки автомобиля и того, кто за рулем. Механизм опрокидывания кабины классический для всех японцев. Точно такой же установлен и на Isuzu, и на автомобилях Nissan Capstar. Есть специальный механизм фиксации кабины в открытом положении с предохранителем. Под капотом у нас установлен турбированный дизельный двигатель. Его объем 4 литра, его мощность 150 лошадиных сил, а крутящий момент около 410 ньютон-метров. Для сравнения, у Isuzu объем двигателя больше на целый литр и 0,2 объема. И мощность при этом та же самая. Соответственно, этот двигатель более эффективный. В плане технологий японские инженеры молодцы. Все продумали безукоризненно. Кроме одного момента. Радиатор кондиционера располагается прямо за бампером и ничем не защищен. С учетом особенностей наших дорог, это может быть серьезной проблемой для вас. Поэтому нужно что-то думать здесь о защите этого радиатора. Автомобили данного класса предназначены для эксплуатации в режиме город или пригород. А прямоугольная форма кабины, характерная для многих японцев как
как Isuzu, как Nissan и нашей Toyota, только обеспечивают гораздо более лучшую маневренность в условиях стесненных улиц города Москвы. Зеркала, которые установлены на кабине, имеют большую площадь, разделены на две зоны. Основная и асферическая для обзора мертвых зон с левой и с правой стороны. Но у них есть одна отличная конструктивная особенность. У нас в России любят разбивать наши фургоны под 2 европолета ширины. То есть при стандартной ширине фургона 2,20 вы зеркала эксплуатируете в этом положении. Если вам вздумалось сделать в ширину фургона, например, 2,60 и тем самым 5-метровый кузов превратить из 10-полетника в 12, то вам достаточно сделать зеркалами вот так. И вам не надо ничего разрезать, увеличивать, расширять. В данном случае эти зеркала уже продуманы под установку фургона шириной 2,600. Самое время отправиться в кабину и посмотреть, что же здесь есть интересного и примечательного. В нашей комплектации автомобиля максимальная, называется DLX. В стандартную комплектацию автомобиля Hino 300 2016 года входит электростеклоподъемники обеих дверей, центральный замок обеих дверей, но при повороте ключа, без кнопки на самом ключе. Кнопочки у нас стандартные болваночки, безо всего. Пепельница для водителя, подстаканники, регулируемая рулевая колонка в двух плоскостях, вверх-вниз, вперед-назад, отрегулирую для себя как надо. Airbag, улучшенная тканевая обшивка сидения темного цвета, так она по прайс-листу идет. Наше водительское сиденье регулируется в двух плоскостях, вперед-назад, спинку. Отдельно в комплектации DLX идет регулировка поясничного подпора. Рычажок находится вот в этом месте. Одно новшество, которое появилось в 2016 году, это подрессоренное сиденье водителя, что обеспечит гораздо больший комфорт при эксплуатации на длительных расстояниях. Справа от рулевой колонки располагается два блока. Первый блок с кнопками включения и выключения обогрева зеркал заднего вида, а также блок регулировки этих зеркал заднего вида, электрические. Рычаг переключения коробки передач очень удачно продуман и удобно расположен. Наша коробка механическая, шестиступенчатая. Наша кабина трехместная, без спального места. Но японские инженеры и в этом компоненте молодцы. Они рычаг ручника продумали таким образом, что его можно поднять и зафиксировать автомобиль, но при этом, нажав специальный флажок, убрать. Тем самым вы получаете практически беспрепятственная, более-менее ровная поверхность, на которой можно, если необходимо, поспать. В комплектацию нашего автомобиля также входит кондиционер штатный. Мы при установке холодильного оборудования этот кондиционер для нашего заказчика сохранили. Корректор фар, большое количество фальш-кнопок для установки какого-либо иного дополнительного оборудования. Магнитола. Она, конечно, простая, даже не кассетная, и это больше называется, наверное, как радиола. Но без проблем меняется на любую, по вашему выбору, если это необходимо. Пункт управления холодильной установкой располагается на центральной части торпеды. Для комфорта водителя предусмотрено два подстаканника, куда поместятся резервуар объемом где-то до 1 литра, а также складывающееся среднее кресло пассажира, которое при необходимости превращается в удобный столик, либо пообедать, либо подписать какие-то документы. Японские инженера не славятся глубиной проработки интерьера. Достаточно взглянуть на автомобиль Isuzu. Там, грубо говоря, все из-под топора. Но марка Toyota здесь превзошла все ожидания. Очень красивая, эргономично продуманная торпеда, в том числе красивые направляющие воздуховодов и необычным образом продуманный для мелочей карман, который идет практически от рулевой колонки до правой части торпеды во всю длину. Плюс еще дополнительные пару подстаканников. Это все для водителя. Мои слова также подтверждают и тот конструктив, который заложен в бардачках. Их здесь два, сверху и снизу. Такие есть только на Hino и у Майкла Джексона. И больше ни у кого.
Наше шасси в максимальной комплектации предполагает установку изотермического кузова на 10 евро палет. Кузов, который мы сюда установили, также в максимальной комплектации. Мы закупили его на заводе Техпро. Габаритные размеры нашего фургона таковы: длина 5,20, ширина 2,20, высота 2,20. В пересчете это дает вам около 25 кубов по наружным габаритам. По палетам это 10 евро палет вместимости. В случае необходимости 730 шасси предполагает установку фургона длиной на целый метр длиннее, то есть 6,20, 2,20, 2,20. В данном случае у вас уже будет порядка 30 кубов по наружным габаритам и 12 евро палет вместимости. Но для особо страждущих и с учетом того, что наши зеркала двигаются, на длинное шасси можно установить кузов даже на 15 евро палет вместимости. Учитывайте этот нюанс при обращении в нашу компанию и заказе автомобиля именно под ваши нужды, под ваши перевозки. Люксовая комплектация фургона включает в себя обшивку фургона снаружи и внутри из армированного пластика. Обрамление фургона выполнено из окрашенного в белый цвет анодированного алюминия. Задняя рамка фургона, а также фурнитура дверей выполнены из импортной нержавеющей стали. При этом фурнитура дверей у нас запираемая на замок. Учитывая пожелания нашего заказчика, мы на фургон установили дополнительную правую боковую дверь. Причем фурнитуру выполнили здесь врезного типа, чтобы не было никаких навесных штанг и ручек. Все настолько продумано на заводе Техпро, что подниматься внутрь фургона легче, чем подниматься к себе домой на веранду. Толщина стен нашего фургона 60 мм. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. В стандартном исполнении на стен пола у нас идет специальное противоскользящее покрытие Автопласт Техпро, отбортовка высотой 240 мм, а также ячеистый профиль для фиксации груза с каждой из боковых стенок фургона. Наш принцип максимальной комплектации продолжает и холодильная установка, которую мы сюда установили. Она работает в режиме и охлаждения, и обогрева. Зимой она готова, способна дать температурный режим плюс 5, плюс 8. Летом она способна опустить температуру внутри кузова до минус 20 градусов. Работает как в дорожном режиме с приводом от двигателя, так и в режиме работы от электросети. Специальный разъем выведен на фургон. Наш холодильный агрегат итальянской фирмы Zanotti, модель SFZ 238. Самое время подводить итоги. Что у нас в сухом остатке? Hino, бренд, который принадлежит японской компании Toyota Motor Corporation. 300. Модификация, обозначающая легкотоннажный и среднетоннажный сегмент среди грузовиков. Наш автомобиль 720 модификации. Это короткая колесная база, полная масса 7,5 тонн, возможность установки кузова на 10, 12 или даже 15 евро палет в этой полной массе. Грузоподъемность автомобиля 5 тонн, гарантия 2 года либо 100 тысяч километров, межсервисный интервал 20 тысяч километров. Есть специальные программы, как расширенные гарантии у этой марки. Мощный, надежный, экономичный дизельный двигатель. Его мощность 150 лошадиных сил и крутящий момент больше 400 ньютон-метров. Работает он в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Салон позволяет вам иметь небольшое компактное спальное место благодаря особой конструкции ручника. Если по этим параметрам этот автомобиль вам подходит, то я рекомендую обратить внимание на этот автомобиль. В нашем исполнении нередко мне задают вопрос о стоимости. Этот автомобиль, так как максимальная комплектация шасси, максимальная комплектация фургона и максимальная комплектация холодильного оборудования, этот автомобиль обошелся немногим более 4 миллионов рублей. Если вас по этим параметрам этот автомобиль заинтересовал, обращайтесь в нашу компанию. Мы вам соберем точно такой же или, может быть, еще лучше. До новых встреч! С вами был замерзший Кирилл Сухин. Увидимся!